Привет, Арми. Почему Ким Тэ-йон, человек, которого часто хвалят за его хладнокровие и обаяние, внезапно заплакал перед Чингуком? Какие слова прошептал самый младший участник BTS, что заставило команду заметно пошатнуться, и целые армии по всему миру разбились вдребезги? 1 сентября 2025 года должно было стать праздничным вечером, простым празднованием дня рождения, наполненным улыбками, смехом и теплыми воспоминаниями. Однако, как только видео, поделившееся Тэоном, стало вирусным, настроение изменилось. То, что должно было стать моментом радости, быстро превратилось в одну из самых эмоциональных и душераздирающих сцен в недавней истории BTS. Видео на первый взгляд кажется обычным. Двое мужчин сидят за столиком в ресторане, один тихо говорит, другой слушает с необычайной напряженностью. Чингук, которому сейчас 28 лет, запечатлен наклонившимся вперед, его глаза блестят в теплом свете, словно он набирается смелости сказать что-то серьезное. Напротив него молча сидит Тэ-йон, одетый в повседневную рубашку без рукавов и синюю шляпу. Однако по мере развития разговора камера запечатлела то, что фанаты никогда не забудут. Глаза Тэ-йона наполнились слезами, голос охрип, руки дрожали, он изо всех сил пытался сдержаться. В этот момент мир замер. Что мог сказать Чингук? Почему эти слова были такими пронзительными? Было ли это признанием боли? Признанием в борьбе? Или неожиданным посланием? Тэ-йон, которого часто считали олицетворением самообладания, был не чужд проявлением эмоций. Тем не менее, фанаты редко видели, как он полностью терял самообладание, особенно в обстановке, где принято чествовать других. Арми сразу же начали строить предположения. Некоторые считали, что Чингук, возможно, говорил о влиянии славы на его жизнь, особенно после ужасного инцидента ранее в тот же день, когда женщину арестовали за попытку проникнуть в его дом. Мог ли Чингук довериться Тэ-йону, насколько неуверенным и уязвимым он себя чувствовал? Если так, то это объясняет, почему реакция Тэ-йона была такой резкой, такой неосторожной и такой наполненной горем. Другие предположили, что слова Чингука могли быть о самих BTS. После многих лет мирового господства, неустанных гастролей и личных проблем, вопросы о будущем группы терзали как ее участников, так и поклонников. Признавал ли Чингук сомнения в своих силах продолжать? Раскрыл ли он что-то о неопределенности их долгожданного воссоединения после службы в армии? Одной этой мысли было достаточно, чтобы потрясти армию. Однако то, что сделало этот момент таким сильным, были не только слезы Тэ-йона, это было молчание, последовавшее за ними. Видео, хотя и короткое, запечатлело невысказанный язык между двумя мужчинами, язык, о котором армия давно размышляла, но редко видела так ясно. Тишина, последовавшая за словами Чингука, была тяжелее любых слов, тяжелее любого текста, который мог бы написать Тэ. Это было молчание того, кто несет бремя чужой боли, и молчание того, кто осознал, насколько хрупки даже самые крепкие узы. Тэ-йон наконец вытер глаза, выдавил улыбку и прошептал ответ. Фанаты прокручивали этот момент бесчисленное количество раз, пытаясь уловить каждый нюанс его губ, отчаянно желая разгадать слова Чингука и ответ Тэ-йона. Тайна лишь усугубила горе, вместо ответов видео породило еще больше вопросов. Было ли это личным делом, случайно раскрытым публике? Или Тэ намеренно поделился этой интимной сценой, зная, что миру нужно увидеть уязвимость, скрывающуюся за их, казалось бы, непоколебимым образом перед армией? Эффект был ошеломляющим, социальные сети были переполнены сообщениями о горе и солидарности. «Защитите Тэ-йона» и «Мы любим тебя», Чингук, одновременно вышли в тренды, отражая двойную обеспокоенность обоих айдолов. Некоторые фанаты признались, что плакали вместе с Тэоном, не в силах вынести его печальных слез. Другие предположили, что Чингук, должно быть, сказал что-то глубоко личное, возможно, что-то, что никогда не предназначалось для фанатов. Некоторые даже задавались вопросом, не грозит ли BTS как группе нечто большее, нечто такое, что не было раскрыто публике. Инцидент также вновь разжег споры о давлении, с которым сталкиваются айдолы в южнокорейской индустрии развлечений. Несмотря на всемирный успех, бесчисленные награды и невероятное богатство, такие айдолы, как Чингук и Тэ-йон, продолжают бороться с одиночеством, истощением и удушающей нехваткой личной жизни. Могут ли слова Чингука быть криком о понимании,
мольбой о нормальной жизни в жизни, которая стала далека от обыденности? И могут ли слезы Тэйона быть реакцией человека, который слишком хорошо понимает эту боль, человека, который молча наблюдал, как страдает его лучший друг? На самом деле, видео раскрывает нечто большее, чем просто момент дня рождения. Оно раскрывает человеческую хрупкость, скрывающуюся под покровом славы. Видео напоминает Арми, что их айдолы, какими бы сильными они ни казались на сцене, это прежде всего люди, способные сдаться, нуждаться в утешении и достигать своих пределов. Для фанатов, которые годами наблюдали за непоколебимой силой Тэйона и Чингука, эта сцена – душераздирающее напоминание о том, что даже самые яркие звезды могут мерцать под собственной тяжестью. Что сказал Чингук, остается загадкой, но его влияние неоспоримо. Эти слова довели Тэйона до слез, шокировали Арми и заставили мир гадать, какая скрытая борьба скрывается за улыбкой, которую мы видели на сцене. Может быть, однажды Чингук откроет правду, может быть, Тэ откроется и расскажет, почему эти слова сломили его. До тех пор Арми зациклены на болезненной красоте того момента, напоминание о силе слов, глубине дружбы и человечности, стоящей за легендами, которые мы называем BTS. Хотя история о том, как Тэйон пролил слезы после того, как Чингук произнес загадочную фразу, захватила воображение миллионов, важно остановиться и задуматься о том, что реально, а что выдумка. Вирусные статьи, циркулирующие в социальных сетях, рисуют эмоциональную и противоречивую картину. Тэ опустошен, Чингук раскрывает скрытую борьбу, и Арми уходит, охваченные горем. Однако при ближайшем рассмотрении эта история распадается на домыслы, преувеличения, в конечном счете на дезинформацию. Прежде всего, нет никаких достоверных источников, подтверждающих, что Тэйон когда-либо плакал на праздновании дня рождения Чингука. Оригинальное видео Тэйона в Instagram, опубликованное 1 сентября 2025 года, действительно настоящее. На нем двое участников BTS сидят вместе в ресторане, улыбаются и общаются. Подпись Тэйона проста и тепла: «С днем рождения, Чингук». Пусть этот год будет наполнен здоровьем и счастьем. Поклонники видят нежные жесты братства, например, улыбку Чингука и внимательное слушание Тэйона. Однако в видео нет никаких признаков слез, грусти или признаний шепотом. Эти детали были добавлены позже домысливающими комментаторами и фанатскими правками, стирая грань между правдой и вымыслом. Утверждение, что Чингук сказал Тэ что-то сокрушительное или шокирующее во время ужина, беспочвенно. Ни Чингук, ни Тэйон не делали никаких заявлений, намекающих на драматичный разговор в тот вечер. Интерпретация того, что слова Чингука заставили Тэйона плакать, исходит от фанатов, проецирующих собственные эмоции на тихую, интимную сцену. На самом деле эти двое мужчин известны тем, что проявляют глубокую привязанность друг к другу тонкими способами, часто с помощью маленьких жестов и заботливых слов. Однако это не то же самое, что драматический сценарий, когда кто-то плачет после предполагаемого признания. Важно также признать, как быстро дезинформация может распространяться в культуре фандома. Армия, как одна из самых страстных и активных фанбаз в мире, часто преувеличивает каждое незначительное взаимодействие между участниками BTS. Простая улыбка, пауза в речи или взгляд могут породить множество теорий, некоторые из которых перерастают в целые сюжетные линии, мало похожие на реальность. Рассказ о том, что Тэйон плакал после слов Чингука, является примером такого преувеличения. Миф, основанный на эмоциональных домыслах, а не на подтвержденных фактах. С точки зрения журналистики, опасность кроется в том, как подобные истории подаются. После того, как некоторые СМИ заявили, что Тэйон на видео выглядел со слезами на глазах, другие СМИ приняли это утверждение, добавив несколько непроверенных интерпретаций. Заголовки превратили тихий ужин в драматическую конфронтацию, и вскоре большинство читателей приняли приукрашенную версию за правду. Таким образом, ложные истории набирают обороты не благодаря доказательствам, а благодаря повторению. Для армии эмоциональная привлекательность таких историй понятна. BTS всегда олицетворяли уязвимость, братство и стойкость. Поэтому любой намек на скрытую боль находит глубокий отклик. Образ Чингука, доверяющего Тэ, и Тэйона, сгибающегося под тяжестью его слов, идеально соответствует темам, часто затрагиваемым в музыке и истории BTS. Однако эмоциональный отклик не следует путать с фактической точностью, любовь к такому моменту не делает его реальным.
То, что на самом деле произошло в день рождения Чингука, было гораздо проще и гораздо трогательнее. Т, как любящий брат, решил публично почтить память Чингука, опубликовав видео их тихого ужина. Его слова были сосредоточены на здоровье и счастье, ценностях, которые BTS давно подчеркивают. Видео быстро стало вирусным, напомнив поклонникам о нерушимой связи между участниками группы. Связи, которая продолжает существовать, даже когда каждый из них идет своим путем. Позитив момента был лишь омрачен спекулятивными статьями, которые раздули драму там, где ее не было. Более того, добавление внешних противоречий, таких как не имеющий отношения к делу инцидент, попытка фанатки проникнуть в дом Чингука, еще больше запутала ситуацию. Хотя инцидент с ограблением, к сожалению, был правдой и вызвал реальные опасения по поводу безопасности айдола, прямая связь с эмоциями Тэйон на ужины вводит в заблуждение. Хотя оба события произошли в один день, нет никаких доказательств их связи. Утверждения об обратном лишь подогревают ненужную тревогу и в конечном итоге рисуют неточную картину личной жизни BTS. Вывод очевиден: утверждение, что Тэйон плакала после того, как Чингук сказал что-то душераздирающее, ложно. Это результат чрезмерной интерпретации, сенсационности и тенденции фандома преувеличивать каждое взаимодействие, превращая его в повествование. Хотя для фанатов естественно чувствовать глубокую привязанность к своим кумирам, не менее важно отделять факты от вымысла и уважать частную жизнь и достоинство вовлеченных артистов. BTS всегда просили ARMY сосредоточиться на любви, позитиве и правде. Они последовательно препятствуют распространению вредоносных слухов и подчеркивают необходимость защищать друг друга, как фанатов, так и людей. Позволяя ложным историям доминировать в дискурсе, не только искажают представления участников, это также отвлекает от искренних посланий надежды и поддержки, которыми они продолжают делиться. Поэтому, хотя образ плачущего Тэйона и Чингука, выдающего эмоциональные слова, может быть трогательным, это не реальность. Правда мягче, проще и не менее значима. Два брата сидят вместе, чтобы отпраздновать жизнь, здоровье и счастье. Этот момент, даже без прикрас, сам по себе достаточно силен. Остальное, как бы душераздирающе это ни звучало, относится к области фантастики.